Всем привет, меня зовут Станислав Иваницкий. Сегодня поговорим про доступные и недорогие световые жезлы. Какой лучше взять, такой маленький или большой? Рассмотрим на примере недорогого бренда Sakani. Что лучше взять, X25, такую большую палочку, или маленькую X8? Также сравним их с популярными бюджетными брендами типа Godox, Rayllab, Ambitful. Расскажу про то, как использую их лично я. В общем, будет много всего интересного, полезного. Давайте уже начинать. Ну а спонсор сегодняшнего видео — черная одежда. Она спасет любого фотографа от кучи неприятностей. Например, если вы снимаете в цветных майках какие-то предметы, то цвет от майки будет прилетать в виде рефлекса на ваши предметы. А если снимать человека, то отраженный цветной свет окрасит лицо портретируемому, то есть того, кого вы снимаете. Или, например, белое платье невесты получит цветные тени и паразитные оттенки. А на мероприятиях и свадьбах вы будете таким ярким, насыщенным, отвлекающим пятном для гостей. А уж сколько нервных клеток у видеооператора вы уничтожите, попадая в кадр в цветной одежде, это просто не передать словами. К тому же, черный — это классика и всегда смотрится очень стильно. Черная одежда в любом торговом центре твоего города. Итак, почему решил взять на пробу этот бренд Sakani? Во-первых, мне стало интересно пробовать что-то нового, какого-то нового производителя. А во-вторых, учитывая характеристики, мне подошла именно вот эти вот палочки X25. В довесок еще взял маленькую X8. Вообще мелких лет палок много не бывает, чем больше, тем лучше. То есть всегда в хозяйстве пригождаются. Для меня основным критерием была мощность, время работы и цена. В общем, пользуюсь уже почти 2 месяца, даже, наверное, побольше. Сейчас вам расскажу опыт использования. То есть видео не маленькое, временные метки внизу, где я про что рассказываю, я отметил, поэтому можете внизу посмотреть. Значит, сразу же проговорим про время работы. Sakani X8, то есть вот эта вот маленькая, имеет аккумулятор 3000 мАч, мощность 8 Вт, держит она примерно 1 час 35 минут, что в принципе заявлено, больше заявленного в 1,5 раза, потому что заявлено для нее 1 час работы, она работает 1,5 часа. Очень хороший, кстати, результат. Я сейчас говорю, опять же, про максимальную яркость. Если мы возьмем для примера Rayllab RL10, то у него аккумулятор уже больше, то есть не 3000 мА, а 5200 мАч и выше мощность, то есть у него 10 Вт в отличие от 8 Вт у Sakani. И держит она уже 2 часа, то есть такая, знаете, самая долгоиграющая палочка, которая у меня есть из всех. Да? И также есть Ambitful A2, то есть не A2 Pro, а маленькая A2, у нее маленький аккумулятор, ну относительно маленький, 2500 мАч, также 8 Вт, как у Sakani, и работает она недолго, где-то примерно час 10 минут. То есть у всех заявленное время плюс-минус отличается, да, то есть вот Ambitful заявляет час, она работает час 10, а Sakani заявляет час, она работает аж 1,5 часа. Вот таким вот образом, значит. Если мы говорим про остальные палочки, да, то есть вот большая палка такая здоровенная, так называемая X25, у нее уже мощность больше, да, то есть если у маленькой 8 Вт, то у этой 25 Вт, но аккумулятор такой же 3000 мАч, и держит она примерно 2 часа. И вот здесь вот у меня закрадываются небольшие сомнения, то есть и здесь 3000 мАч, и здесь 3000 мАч, одинаковый аккумулятор, но при этом это с 8 Вт держит 1,5 часа, а это с 25 Вт держит аж почти что 2 часа. Вот где-то кто-то, видимо, наврал. Вот. Ну, не суть, да, то есть примерно понимаете. Для сравнения, Godox TL60 имеет аккумулятор 2600 мАч и 18 Вт. И держит она примерно столько же, ну, то есть примерно 2 часа. Ambitful A2 Pro, это которая побольше, у меня ее нету, но заявлено у нее 2200 мАч и мощность 20 Вт. И производитель заявляет, что у нее примерно 1,5 часа, то есть она заряд держит. То есть если мы будем ориентироваться на Ambitful A2, на маленькую, то есть там заявлено час, она чуть-чуть капельку больше, чем час держит, то есть примерно плюс-минус получается, я думаю, что результаты указаны верные. Таким вот образом, то есть получается Sakani мощнее, чем Godox, и дольше держит, чем Ambitful, то есть где-то посерединке. Вот. Заряжаются они, Sakani X8 и Rayllab 10-ваттные, они заряжаются около 2 часов. Если мы говорим про Ambitful A2, вот эту маленькую, то у нее зарядка идет 3 часа. Кстати, Sakani X25, вот этот большой, тоже заряжается 3 часа. Что в самом деле опять интересно, да, то есть здесь 3000 мАч, здесь 3000 мАч, это заряжается 2 часа, это заряжается 3 часа. То есть где-то что-то, видимо, ну, то есть может быть именно разница в том, что это через USB, это через блок питания, но об этом чуть попозже поговорим. В общем, дальше покажу примерно, как они по яркости работают, и как светят, и как их можно использовать. Все палки уровень оставшегося заряда плюс-минус корректно показывают, но вот индикация в виде деления на батарейке, вот это классическая, да, это не очень информативно, то есть я не понимаю, сколько процентов осталось, то есть 2 деления это может быть и 30%, ну там 40%, это может быть что-нибудь 50%, то есть я не понимаю. То есть вот эти деления на батарейке, они вообще непонятны. Например, у Rayllab она показывает,
сколько конкретно осталось времени работы в часах и минутах. То есть он показывает, осталось работать 2 часа. Вот это информативно и удобно. Ну, то есть хотя бы поставили процент заряда, как в смартфоне, это было бы уже более понятно. И напоминаю про скидки на мои курсы по фотографии, видео на смартфоны, на фотоаппарат. Ссылки все будут под этим видео. Хочешь прокачаться, тогда обязательно ознакомься. Уже более 15 тысяч человек оценили, с удовольствием пользуются моими курсами. В общем, подписаться тоже не забудь. Я приготовил для тебя еще кучу всего много интересного и полезного. В общем, давайте дальше продолжать. В основном я использую постоянный свет только для съемки видео. Часто это танцевальное видео или как атмосферный свет для определенных видео, ну типа там, не знаю, диджейский сет. И повторяюсь еще раз, для фотографа нет ничего лучше вспышки. Если выбирать для фотографии на фотоаппарат постоянный свет или вспышка, то однозначно вспышка, без вариантов. Но вот тем, кто снимает на смартфон, тем, кто занимается видео, такие штуки, они очень полезны. И именно жезлы в последние годы набирают особую популярность среди фотографов, видеографов. Для фотографий тоже можно использовать, но только если у вас абсолютно темное помещение, то есть полностью закрыты шторы, и это, допустим, происходит, не знаю, ночью. Ибо днем любой постоянный свет почти бесполезен, он слишком слабый, даже если он 200 Вт. Ну, если у вас, например, источник 400 Вт, еще как-то можно обойтись, и то там будут свои, знаете, такие ограничения, которых не может быть со вспышкой. Так вот. Например, когда я использую постоянный свет вместо вспышки, именно для фотографии. Например, вот в данной съемке я использовал световые жезлы, мне нужно было создать, знаете, такое определенное освещение, такой полумрак спортивного зала, и хотелось использовать такое, знаете, освещение зала, вот эту большую напольную лампу, которая там была, и ее такой, знаете, слабенький свет для создания определенного настроения, плюс нужна была такая маленькая глубина резкости f1.4, то есть хотелось отделять модель от фона, а как фон был близко к модели, то есть нужна была прям супер маленькая глубина резкости, и, соответственно, световой пучок должен был бы быть совсем маленький, то есть слабенький свет, поэтому пришлось брать. Поэтому пришлось использовать постоянные источники света. Так как вспышки сильно мощнее этой лампы, и тогда пришлось бы со вспышками диафрагмы сильно закрывать, то есть задний план уже так не размоешь, как хотелось бы. Можно, конечно, было на вспышке одеть ND-фильтры, такие, знаете, темные колпачки, чтобы снизить световой поток. Но опять же, вспышки на шкаф крепить неудобно, то есть там магнитов нет, а на жезлах есть магнитики. В общем, в данном конкретном случае пригодился именно постоянный свет. Можно было, конечно, купить специальную такую мощную лампу, которая по размеру как обычная и вкручивается в обычный цоколь, только она при этом сильно мощнее. Но ради одной съемки я вообще не вижу смысла этих всех заморочей. Как источник, какие именно источники я тут использовал? Это два постоянных источника света типа Amaran 200X. У них есть переменная цветовая температура, мне это пригодилось. Оба были одеты, на оба одеты были стрип-боксы. В качестве рисующего я использовал обычный простой стрип, и цветовую температуру я поставил 4800 кельвинов, которая была, знаете, такая близко к белому, такая небольшая уже в теплоту уходит, потому что хотелось немножко такой теплой атмосферы. А вот в качестве контрового я использовал стрип уже с сотами и поставил температуру 3200 кельвинов для того, чтобы усилить объем, потому что когда у вас передний план холодный, а задний прям заметно теплее, или наоборот, усиливается объем. Я об этом рассказывал уже на видео по композиции, где-то здесь будет, вылезет, обязательно посмотрите. Так как у большой этой напольной лампы цветовая температура была 2700 кельвинов, жезл тут и тут я поставил на такую же, соответственно, температуру, чтобы весь задник у меня был теплый. И как вы видите, я использовал только маленькие жезлы, так как их прятать достаточно легко, и у них есть магниты. Например, вы можете даже прикрепить к лампе какую-нибудь эту маленькую палочку, как я, например, вот здесь сделал, но в данном зале блокаута нет, и дневной свет перебил полностью свет от этого жезла, то есть толку от него не было. Кстати, X25, как у всех остальных больших жезлов, в отличие от маленьких магнитов, у них нет встроенных, так как они очень тяжелые и габаритные. Но для X25, для этой, опционально продаются такие зажимы небольшие с магнитами, все в принципе удобно, так вот зажал их и можно примагнитить, соответственно, образом. Но, в принципе, это не очень удобно, потому что размер большой, и их в интерьере не так удобно прятать, как эти маленькие палочки, с ними, конечно, удобнее. Поэтому их размер — это именно того, чтобы их зачастую незаметно можно было спрятать, такой у них большой плюс. Конечно, как вы видите, при дневном свете толку от них вообще никакого нету, то есть, если нет блокаута штор в зале, то есть, и не темно, то все, пиши пропало, толку от этих источников нет никакого. Вот, кстати, какая яркость у X25 с 25 ваттами. А вот такая при дневном свете, а вот такая и у X8, разница между ними оцените. Как мы видим, если вокруг светло, то мощности постоянных источников света нам, соответственно, не хватит. Так вот, я использовал только маленькие жезлы, а можно было бы использовать большой этот жезл не в качестве источника для фона, как эти маленькие я использовал, а как рисующий или контровой. Ведь больший источник света, получается, в данной ситуации он длиннее, то есть длиннее в любом случае больше, То есть получается, чем больше, тем свет мягче.
можно ли было его использовать, например, как рисующий, то есть, или в качестве контрового. То есть в качестве контрового 100% можно, да. То есть желательно, конечно, если бы у нас были соты либо шторки. Соты, конечно, лучше, так как шторки пришлось бы сильно сузить, чтобы световой поток был более направленный. А меньше щель у нас получается, свет будет более жесткий, да, то есть не очень хорошо. А соты лучше, потому что они имеют, не сильно делают свет жестче, вот, но свет сильно направляют. Вот. Но при этом у сот есть тоже минус, они немножко съедают яркость потока, да, то есть поэтому мощность упадет. Поэтому если нужно использовать что-то с сотами, берите источники света помощнее, вот, таким вот образом. И потому что вот если мы берем такой источник 8-10 Вт и одеваем на него соты, то и поставили еще, например, его метра 2 от объекта, от модели, например, да, на 2 метрах с сотами, то есть эти 8 Вт, их уже просто не будет видно, толку от них никаких не будет. Поэтому для таких целей вот лучше брать такие большие, помощнее, то есть там 20-25 Вт. Но если нужен свет более мягкий, с мягкими тенями, то, конечно, понадобятся светоформирующие насадки, всякие софтбоксы и большая мощность, так как когда светишь через что-то, допустим, через софтбокс, то яркость источника света очень сильно падает. Поэтому желательно, чтобы был байонет для крепления софтбоксов и мощность была бы хотя бы 100 Вт и больше. Да? Таким образом у вас будет более, так сказать, универсальный источник света. Вот. Ну и больше по размеру, про это тоже дальше чуть поговорим. Вот, например, какая яркость и, соответственно, жесткость теней у X25 через рассеиватель и без рассеивателя с GoLamp. Источник всегда во всех вот сейчас примерах будет находиться в 1,5 метрах от модели. То есть как это все выглядит. Рассеивателем настройки у нас по экспозиции будут такими. То есть диафрагма 2,8, выдержка 1,6 и ISO 640. Как видим, вполне себе ярко светит и в принципе через рассеиватель мы получаем мягкий свет. Тени мягкие, картинка приятная. Про цвет чуть-чуть дальше я расскажу более подробно. Если светить напрямую, свет, конечно, получается жесткий, но в целом приемлемо. Настройки будут при диафрагме 3,2 и 1,6 ISO уже будет не 640, а ISO 100. Поэтому, допустим, я поставил ISO 100, 1,6, и мне уже было ярковато, я чуть-чуть от 2,8 прикрыл до 3,2. Ну, можно было источник света чуть-чуть маленько назад отодвинуть, он бы стал более темнее. Вот. А вот с X8, с его 8 ваттами, через такой же рассеиватель получаем картинку вот такую. То есть она примерно та же, потому что, ну, по сути, у нас что, тот же самый рассеиватель, да, светит, то есть тени те же самые, а вот настройки будут уже другими. То есть при диафрагме 2,8 такой же диафрагме и такой же выдержки 1,6 ISO уже будет не 640, как с большим 25 ваттным, ISO будет уже 1600. То есть в принципе 1600 приемлемый вариант, потому что, например, зачастую мы снимаем в S-Log, а там минимальный и базовый ISO зачастую 800, 3200, 4000, поэтому в целом пойдет, можно использовать. Вот. Но если поставить рассеиватель и две палки по 8 Вт, то мы получаем примерно такую же яркость, как один источник света. То есть с одним вот таким X25 у нас будет ISO 640, а с двумя палками по 8 Вт мы получим где-то примерно ISO 800 с той же самой диафрагмой 2,8 и 1,6. Вот. Если светить напрямую, без рассеивателя на лицо, настройки у маленькой палочки X8 будет диафрагма 2,8, 1,6 и ISO 200, то есть очень яркий поток. Что касается светового рисунка с точки зрения жесткости света. Стоит ли брать большую палку, да, в надежде, что свет будет мягче, ведь она же больше по размеру, да, то есть свет мягче должна светить. Вот. Разница в размерах у них достаточно большая, это 58 сантиметров, а это 22 сантиметра, то есть почти что в 3 раза. То есть если мы ставим источник света на расстоянии примерно метр от лица, как мы видим у маленькой X8 свет совсем жесткий, и для рисующего света он вообще не подходит. А вот X25 уже чуть-чуть помягче, и тут уже в каких-то случаях, например, ну, не знаю, там мужской такой брутальный лицевой портрет, использовать в принципе как рисующий можно X25. Если снимаем в полный рост и свет поставим уже на расстоянии 2 метра от модели, то разницы между ними по жесткости уже нет никакой. И как рисующий я бы не использовал ни тот, ни другой. Ну, опять же, и разница по яркости между 20 ваттами от Godox и 25 ваттами от Sakani, а на белом фоне, как мы видим, X25 ярче. Ну, понятно, что как бы плюс 5 ватт она чувствуется. X25, она при этом, у нее есть минус, она розовит. То есть она сильно заметно розовит, но и у нее есть большой плюс, есть поправка тинта, то есть мы можем сделать позеленее, там у нее поправка тинта примерно 10 ступенек есть, мы ставим тинт -1, то есть чуть-чуть позеленее, и в целом вполне себе не идеально белый, но очень близко к этому, и мы можем в целом использовать, потому что я смотрел несколько обзоров, и люди говорят, что настолько розовое, что невозможно снимать, как бы поправку поставил, вполне себе пойдет.
Вот. X8 та же самая беда, то есть также абсолютно розовит, также регулируется. То есть тинт в зелень -1 ставим. Кстати, как мы видим, Raylab тоже розовит, но вот у Raylab поправки тинта уже нету, и вот это уже очень хорошо, это косяк, залет от Raylab. Если сравнивать по яркости, Sakani X8 и Ambit FOA2, они обе имеют 8 Вт, а Raylab имеет 10 Вт. Плюс-минус разница в 2 ватта не сильно чувствуется. Да, Raylab чуть-чуть поярче, но опять же, то есть как бы принципиальной разницы нет, да, поэтому, допустим, переплачивать за лишних 2 ватта уже смысла я не вижу. А вот разница между 5 на 5 ватт, между 20 ваттами Godox и 25 от Sakani, она уже заметна. Вот и тут уже имеет смысл иногда переплатить. И получается, что касается X25, что и X8, минимальная яркость очень минимальная, это радует. Например, если вам нужно немножко в тенях добавить цвета, да, не пересветить, а добавить цвета. То есть у некоторых жезлы минимальная яркость очень высокая, здесь достаточно низкая. Что касается эргономики, Sakani можно отнести к бренду доступному, то есть бюджетному, и какие-то, не знаю, сверхпрочности, надежности, суперконструктива я от них не ждал. Но в целом палки получились крепкими и весьма собраны достаточно неплохо. Вот. В X25 в целом палка крепкая, то есть она, конечно, чуть-чуть скрипит, если где-то вот чуть-чуть нажать, но опять же, этим болеют абсолютно все световые жезлы пластиковые, которые я встречал, абсолютно все. Нажимаешь, они чуть-чуть поскрипывают. Вот. При всем этом, как бы, конструктив очень такой на вид крепкий. Я думаю, что если вот так вот ее уронить, то в целом она выживет, проблем никаких не будет. X8 на вид вообще кирпич, то есть она такая крепкая, вот. Единственное, что я, кстати, ее уронил на паркет с расстояния где-то 1,5 метра. Как видите, как бы ничего абсолютно с ней не случилось. Вот. То есть такая, знаете, вот такой кирпич крепкий. Вот. Единственное, что вот у нее немножко вот эта пластиковая штучка ходит чуть-чуть, но это уже прям совсем докапываться, если, то есть это прям не чувствуется, ничто не влияет, да, то есть как бы вот, вот, то есть прям совсем докопаться. А так на вид, в принципе, да, в целом продукты достаточно крепкие и претензий к ним абсолютно у меня никаких нету, не знаю. Вот. Что касается юзабилити. У маленькой X8 нет грани для наклона лежа, то есть под разными углами ее не положить, то есть не направить, да, то есть как у многих это палочек делается, то есть мы можем положить либо вот так, либо наверх, да, то есть бочком так вот чуть-чуть направить не получается, да, это не очень хорошо, потому что иногда нужно палочку положить, вот, то есть таким вот образом. Второй минус у X8 это одна резьба сбоку, то есть как мы видим, что с одной стороны у нее резьба, чтобы прикрутить ножки, с другой стороны у нее порт USB зарядки и включение-выключение. То есть мы не можем, например, с одной стороны прикрутить ножки, а с другой стороны прикрутить еще одну такую же палочку, например, две такие же палочки, и получить такой длинный массив палочек, как будто одна длинная палка. Здесь так как бы не получается это сделать, и я считаю, что это, конечно, минус. Сверху резьбу одну могли бы и прикрутить, как бы проблем не вижу никаких с этим. Вот. Таким вот образом. Если говорим про X25, здесь тоже есть такие скосы по бокам, для того, чтобы палочка не каталась, но грани слишком маленькие, и толку от них не очень много, то есть легко задел, и она уже, видите, начинала кататься и туда-сюда, то есть в этом положении особо не держится. То есть если мы перевернем в определенное положение куда-то вот примерно вот таким вот образом, то она будет кое-где вот здесь с бочка перекатываться, да, потому что аккумулятор находится сбоку и по сути перевешивает в определенном направлении, да, то есть получается не во всех направлениях, так вот с бочком сбоку ее не положишь, только вот с этого боку можно положить, и она более-менее держится, ну, как бы такие вот штуки. Поэтому хотелось бы более основательные грани по бокам, и чтобы было этих граней больше, чтобы мы могли регулировать наклон. Это вот как бы тоже очень важно. Такой вот у нее небольшой минус. То есть также для нее можно купить отдельно магнитные крепления, это плюс, вот, но нету сот и шторок. А палка, она, знаете, широкая. И от других палок типа Godox и Ambitful аксессуары не подойдут по ширине. То есть вы на них не оденете. Поэтому хотелось бы, чтобы они были, а их нету. Вот. Также из плюсов отмечу, что у X8 самый лучший магнит из всех маленьких палочек. Очень хорошо держится. И в отличие от остальных, например, на стойку, если так магнитишь, они не скатываются X8. То есть в этом, конечно, плюс. Порадовало. Также есть приложение, оно работает. Все настройки в нем контролируются. Не вижу смысла на этом приложении долго останавливаться, потому что видео будет слишком долгим. То есть приложение работает хорошо. Все регулируется, проблем нет. У X25 есть такая небольшая проблемка, что даже не проблемка, у нее на задней стенке вот такие вот буквы, всякие рисуночки. То есть как бы вот. И у многих продуктов такого типа сзади надписи вот эти есть. Для чего это делается? Выглядит как будто, ну, не знаю, по-детски как-то выглядишь. То есть в чем минус? Ты не так вот ее в кадр не поставишь.
на заднем плане, например, потому что это все очень сильно отвлекает внимание, да, то есть и выглядит не очень хорошо, то как по мне, да, несерьезно выглядит, вот. Но плюс в том, что палочка легко разбирается, то есть два болтика выкручиваете простых, вот, и у вас верхняя крышечка снимается, и вы можете легко эту бумажку вытащить и заменить, вставить либо просто черную, либо, например, распечатать свой логотип, тоже вставить, в этом, конечно, плюс. И, кстати, то, что она разбирается, это большой плюс, легко разбирается. Например, если батарейка сдохнет когда-нибудь, она же не вечная, вот, вы можете вытащить, купить паяльник за 300 рублей, отпаять два проводка, припаять новую батарейку и вуаля, да, то есть продлить срок жизни своего продукта. Это, я считаю, большой плюс, вот. И также еще есть небольшой косяк, то есть, естественно, есть сумка-чехол для переноса. Она хорошая, то есть я думаю, что если вы в этой сумке палочку X25 уроните, палка выдержит. Я, конечно, сам не проверял, и вам тоже не советую, но мне кажется, что вполне выдержит, что это такой, знаете, мягкий, крепкий материал. Вот. Но тот же самый косяк, как абсолютно у всех производителей. То есть туда входит только одна вот эта палочка. Все, больше туда ничего не положишь. Туда не влазит ни зарядный блок, ни ножки, что очень неудобно. Ладно, блок большой, его, например, можно не брать. Но вот ножки куда одевать, непонятно, да, при переноске. Это очень неудобно. Я уже 3 раза в студиях забывал от нее ножки, потому что сбоку положил и забыл, пошел. Да? Вот обратите внимание, как это реализовано у Railab, да? То есть там сразу предусмотрели, чтобы в чехол положилось именно с ножками, ну или отдельный отсек для ножек. То есть, как бы, надеюсь, что производители услышат и сделают это на будущее. Вот. Также про зарядный блок. UX25 это не такой, знаете, небольшой кирпичик. Я эти кирпичики не люблю, и меня прям бесит. Вот. А мне больше по душе, когда просто от USB заряжается, так получается более компактно. Да? Но у кирпичика есть свой плюс, это длинный провод. От блока питания до палочки сам, вот он примерно метр 10 сантиметров. Вот. А вот сам от блока до розетки примерно 3 метра. Итого у вас получается 4-метровый кабель. То есть если нужно было покупать USB 3-метровый, 100-ваттный, он стоит вообще негуманных денег. Вот. Поэтому в целом обошелся бы он в круглую сумму. А тут у вас в комплекте идет длинный кабель. Это очень большой плюс, если вам нужно снимать очень долгие какие-то обзоры. Поставил, включил и, в принципе, вот здесь вот, конечно, в этом плане я согласен, да, что блок питания, он как бы является плюсом. Маленькая X8 заряжается от USB-C кабеля, то есть в комплекте он идет. Зарядного блока в комплекте нет, как у всех абсолютно палочек, поэтому тут долго не будем на этом останавливаться. Также из особенностей интересно работают крутилки и кнопочки как у X25, так и у X8. Если начинаешь быстро крутить, то шаг в процентах начинает идти уже не через 10%, то есть там, по 1%, а по 10%. То есть вот ты начинаешь крутить, у тебя 10, 20, 30, 40, 100. Вот, очень быстро это происходит. То есть нужно немножко привыкнуть к этому плану. То есть, как бы, чтобы, если хотите, чтобы у вас по чуть-чуть двигалось, то есть вот по 1%, да, очень плавненько, медленно крутить. Но в этом, кстати, есть тоже большой плюс, что если нужно сразу сделать яркость от 0 до 100, просто крутанули, и у вас уже сразу в этом плане быстро подкрутилось. Как бы это не минус, но вот такая особенность, тонкость такая вот как бы в этом плане есть. Вот, так, просто знайте про нее и живите с ней, как говорится. Вот. Также у него, как обычно, как у всех палок, есть режим CCT, где палка светит белым светом, цветовая температура регулируется от 2800 кельвинов до 10 тысяч кельвинов. Большая регулировка, например, у того же Godox максимум 6500 можно поставить, здесь 10 тысяч, это большой плюс. Есть подстройка тинта, то есть розовее, зеленее, плюс-минус 10, то есть достаточно большой разбег, то есть можно подстроить. И то, что она розовит, в принципе, тоже подстраивается, в этом проблем не вижу. Также есть режим RGB-CV или RGB-CW, где яркость одного из 5 этих светодиодиков можно настроить отдельно, то есть яркость, насыщенность. Вот. А, как по мне, допустим, этот режим не очень как бы полезный, потому что надо в каждый светодиод заходить, что-то там тыкать. Короче, это долго, муторно подстраивать. Ну, то есть, если нужна тонкая постройка, вы можете использовать. Я, например, не пользуюсь, потому что есть обычный режим HSI, где просто выбираешь цвет по кругу, выбираешь его яркость и насыщенность. Все, проблем нету, как у всех обычно палок. Также есть режим эффекта типа полиция, полицейская машина, вот это скорая помощь, молния и так далее. В общем, как у всех. Работает хорошо. Большой плюс, что можно настраивать частоту мерцания, и она прям настраивается от 1 до 10, то есть в большом диапазоне можно прям подстроить. Это большой плюс. Хотелось бы режим мерцания одним цветом. То есть, как правило, у всех палок этот режим мерцания цветами, он идет синий-зеленый, так вот по кругу они идут. То есть нет возможности, как у Ambitful, есть такая функция, то есть поставил синий, он мигает. Здесь такого нет. Хотелось бы, чтобы здесь тоже эта штука была. Иногда бывает полезно, да, то есть, но это только у Ambitful встречал. Надеюсь, остальные тоже перенимут этот плюсик. Вот.
Есть, правда, один небольшой косяк, эффекты неплавные. Вот у меня к двум эффектам есть претензии. Это огонь и фейерверки. Они так дерганно переключаются, и не похоже, что это как будто бы медленные переходы огня. То есть на костер, на свечу не похоже вообще. Поэтому в этом плане, конечно, не подходит. Во всем остальном все проблем нету. То есть дисплей читаемый, кнопки большие и удобные. То есть большой плюс, что нужно не что-то там зажать и держать, а сразу есть физический выключатель. Так щелк и все готово. Вот, в принципе, это удобно. Вот. У X25 ножки пластиковые, крепкие, но быстро разболтаются. То есть нет винта для того, чтобы подтягивать потом, когда разболтается. Это общая беда абсолютно сейчас у всех. Те же самые стабилизаторы DJI идут с такими теперь же ножками, то есть быстро разбалтывающими. Но, видимо, это уже такой тренд. То есть как бы большой плюс, что у ножек основа прорезиненная, они не скользят, это на самом деле радует. Итого. Sakani бренд могу смело рекомендовать. То есть я использую эти палки уже больше 2 месяцев, и в себя они показали, в принципе, очень даже хорошо. То есть бренд находится ровно посередине между более бюджетными продуктами и более дорогими. То есть вот в этом вот диапазоне. То есть если мы, допустим, берем более дешевый продукт типа Ambitful, получается Sakani, она более яркая и дольше живет. Если мы говорим про Godox, Godox ничем не лучше, но стоит дороже, да, поэтому в этом плане Sakani находится ровно на своем месте с точки зрения именно ценового позиционирования. Вот. Поэтому четко они находятся на этом месте, и бренд в этом плане с точки зрения цены я могу смело рекомендовать. Мелкую палку X8, да, вот ее логичнее брать, чтобы маскировать, например, в интерьере, или, допустим, как компактный такой-то, знаете, переносной свет для мобильной фото-видеосъемки. Да, он жесткий, чтобы использовать как рисующий, то есть надо светить через что-то, на отражение, но чтобы он был мягче в целом, то есть можно использовать, палочка хорошая. А вот большой 60-сантиметровый жезл X25, в принципе, для многих относительно, конечно же, но может оказаться таким, знаете, универсальным решением. То есть относительно с поправками, но достаточно универсальным. Например, для тех, кто снимает танцы, он будет очень полезен. Или, допустим, какое-то интервью небольшие. То есть как источник света, в принципе, хорошо его себя показал. И его можно использовать. 25 Вт это достаточно, ну, такая хорошая яркость. Тут, конечно, с одной стороны, есть постоянники типа Amaran 200X. Они мощнее, универсальнее за счет того, что у них есть больше спектр светоформирующих насадок. Можете софтбоксы всякие на них одевать, потому что у них есть байонет. Вот. Кстати, такие же моноблоки есть и у Sakani, там тоже с байонетом, но RGB-шные, да, это большой плюс. С другой стороны, если мы говорим про постоянники типа Amaran 200X, они заметно дороже, им нужна розетка. И тут, конечно же, ни о какой мобильности речь вообще не идет, да, то есть они большие и тяжелые. Кстати, сейчас начали выходить такие, знаете, маленькие источники света вот, с креплениями под софтбокс. То есть некоторые, конечно, заметно дороже, чем тот же самый Amaran, типа за счет того, что компактнее, да, то есть он, получается, пришлось сделать какие-то ухищрения пойти, и свет получается более дорогой. То есть такой бренд, например, есть у Zhiyun, да, вот там такой 100-ваттный свет, интересный, вот. Но также появились клоны этого Zhiyun, то есть, получается, с небольшим бюджетом, выглядит и по мощности такие же, как Zhiyun, вот, светят, имеют байонет, то есть, ну, интересный источник света. Конечно, с учетом батарейки, да, и софтбокса, и стойки, это уже получается не очень компактный вариант, как тот же самый жезл, но в целом такая назревает такая неплохая конкуренция на рынке света. Я себе, кстати, такой источник света заказал, типа Zhiyun. Как приедет, если надо сделать обзор, пишите в комментариях, я вам обязательно сделаю. Ну, а на сегодня все. Пишите, что думаете по поводу будущего осветительных приборов, что лично вам удобнее. Ну и подписывайтесь, бахайте лайк и колокол, чтобы следующее видео не пропустить. Увидимся.